В начале 90-х годов, когда бизнес-планирование только начинало приобретать популярность в России, многие предприниматели воспринимали его с осторожностью и недоверием. Однако уже к середине 90-х годов стало понятно, что без четкого плана достичь успеха практически невозможно. Вспомните, как на этом этапе большинство компаний только учились не повторять чужие ошибки, такие как нереалистичные сроки выполнения проекта или недостаточная подготовка к непредвиденным обстоятельствам. Современные бизнес-среды предлагают нам множество примеров, где отсутствие резервного плана приводит к катастрофическим последствиям. Представьте себе ситуацию. Одна известная компания вложила все свои ресурсы в один инновационный проект, не оставив запасов на случай неудачи. Итог. Огромные финансовые потери и недовольство акционеров. Но стоит ли бояться ошибок? Абсолютно нет. Во многих случаях именно путь через промахи и просчеты позволяет ставить более амбициозные цели и добиваться их. Эволюция планирования с 90-х годов показывает, как важно принимать ошибки как часть процесса и учиться на них. Пословица «не ошибается тот, кто ничего не делает» напоминает, что ошибки — это ценнейший опыт, который может направить нас на путь к успеху. Как только мы начнем разбираться в этом, станет очевидно, как менялись подходы к планированию с течением времени и что мы можем извлечь из этого. Готовьтесь удивляться, ведь в следующих моментах нас ждет множество интересных открытий и исторических решений, которые выдержали проверку временем. Система планирования, появившаяся у древних цивилизаций, удивляет своей сложностью. Возьмем египтян. Пирамиды не возводились хаотично, а были результатом строгого учета и распределения ресурсов, зафиксированного в письменных сводах законов. Эти своды позволяли управлять территориями вдоль Нила, обеспечивая процветание государства. Представьте, как без точного учета рабочей силы или материалов древние строители смогли бы справиться с такой грандиозной задачей. На несколько веков вперед средневековая Европа предложила новый подход к планированию — торговые дома. Эти структуры позволили купцам регулировать товарные потоки и финансы. Ориентация на управление запасами быстро привела к созданию первой формы бухгалтерского учета. Впоследствии эти методы легли в основу современного финансового управления. Промышленная революция, начавшаяся в XVIII веке, была своего рода катализатором для дальнейшего развития планирования. Массовое производство требовало новых способов организации. Разработка производственных планов стала не роскошью, а необходимостью, чтобы справляться с огромными объемами продукции и сложными производственными процессами. 20 век принес с собой революцию в области планирования. С появлением компьютеров стало возможно строить поразительно точные прогнозы на основе анализа данных. Это не только повысило эффективность, но и открыло путь для создания более сложных бизнес-моделей и стратегического планирования. Вся эта линия изменений учит, что времена меняются, но необходимость в планировании остается фундаментальной. Однако за всеми этими историческими перипетиями прячется нечто большее. Как дедлайны не только изменили форму бизнеса, но и предоставляют невероятные возможности тем, кто умеет ими управлять. Принято считать, что дедлайны могут вызывать только стресс, но это далеко не так. История знает массу примеров, когда четкие сроки работы становились источником потрясающей продуктивности. Один из них — создание Эйфелевой башни к Всемирной выставке 1889 года. Вопреки сложным техническим условиям и сжатым срокам, проект был завершен вовремя благодаря тщательному планированию и расставленным дедлайнам. Паркинсон, одним из первых описавший принцип, что работа расширяется ровно настолько, сколько времени отведено на ее выполнение, дал понять, что без ограничительных сроков мы склонны откладывать задачи на потом. Здесь становится очевидной важность дедлайнов. Они не только стимулируют продуктивность, но и поддерживают концентрацию внимания, помогают распределять время и достижение целей. Дедлайны помогают командам работать слаженно и гармонично. Разбив большой проект на этапы, каждая составляющая которого имеет свою промежуточную дату завершения, управление проектом становится более прозрачным. Это позволяет всем участникам быть в курсе успехов и недочетов, делая процессы и динамику работы ясными для всех. Дедлайны — это и есть то самое неуловимое время, которое помогает сосредоточиться и выполнять задачи более эффективно. Однако удивительно, что в компании действительно успешные организации умеют не только следовать жестким срокам, но также умеют использовать и другие аспекты управления временем. Знаете ли вы, что около 70% людей, занятых на работе, регулярно сталкиваются со стрессом? Управление временем оказывает мощное влияние на нашу способность справляться с этим невидимым врагом. В 1980-х годах исследование Гарвардского университета показало, что грамотно выстроенный тайм-менеджмент снижает стрессовые нагрузки почти на 30%.
Это не просто цифры, это путь к более осознанной и продуктивной жизни. Использование техник, основанных на биоритмах, позволяет делать больше с меньшими затратами эмоций и энергии. Например, метод умного тайм-менеджмента предполагает выполнение сложных задач в моменты наибольшей продуктивности. Этот подход предотвращает выгорание и дает открытый простор для креативности. Примером такого подхода может послужить международная компания X, сотрудники которой планируют свое рабочее время с учетом биоритмов. Это позволило снизить количество больничных на 20% и повысить общий уровень удовлетворенности работой. Обязательно стоит упомянуть о значимости сознательных пауз и релаксации. Практики медитации и осознанного дыхания помогают нейтрализовать последствия стрессовых ситуаций, восстанавливая эмоциональное равновесие. Ведь фактор стресса, когда он управляем, становится просто ступенькой на пути к великим достижениям. Теперь, зная все это, можно увидеть и в технологиях тайм-менеджмента скрытые ресурсы для роста и оптимизации. Как они помогают усовершенствовать наше планирование? Возможно, за горизонтом кроются еще более потрясающие открытия. В последние десятилетия технологии произвели значительное влияние на нашу способность управлять временем. Возьмем для примера приложения, такие как Trello или Asana, которые революционизировали управление проектами. Но одно из самых впечатляющих новшеств — это использование искусственного интеллекта в ряде современных инструментов. AI помогает оптимизировать расписание и повышать продуктивность, хотя не все приложения, например, Google Calendar, прямо используют эти возможности. Однако некоторые инновационные платформы позволяют пользователям сосредоточиться на стратегически важных задачах, автоматизируя рутинные. Что касается изменений в управлении временем, то они продолжаются уже давно, и каждый новый шаг технологии открывает новые горизонты для оптимизации. Например, приложения, такие как Rescue Time, деталируют, сколько минут или часов вы уделяете разным делам, помогая минимизировать пустое время и повышать эффективность. Это позволяет заметить, где действительно нужны изменения, и откорректировать распорядок. Вместо того, чтобы предугадывать будущее, мы уже сейчас видим, как инновации преобразуют нашу жизнь. Возможность адаптировать рабочие процессы под ваши личные нужды — вот ключ к успеху. Впредь нас ждут еще более продвинутые инструменты, которые будут продолжать подниматься вверх и предлагать работу не только с точностью до минуты, но и с учетом персональных особенностей каждого пользователя. Стратегическое планирование может быть залогом выдающегося успеха, что подтверждают реальные кейсы из делового мира. Начнем с небезызвестной компании Slack. С самого основания они применяли подход микропланов, разбивая долгосрочные цели на недельные и даже ежедневные задачи. Этот фокус на краткосрочном планировании позволил им стремительно адаптироваться в насыщенной конкурентами среде, а в 2020 году привлечь внимание Salesforce, которая выкупила Slack за более чем 27 миллиардов долларов. Теперь давайте взглянем на феномен авиакомпании Air New Zealand. В разгар экономического спада 2008 года они осознали, что без нового подхода к управлению финансами и расходами компания может не выжить. Именно тогда было внедрено инновационное решение — еженедельные финансовые отчеты и предсказания рыночных изменений на основе данных. Этот подход позволил Air New Zealand успешно пережить кризис, сократив расходы на операционную деятельность почти на 20%. В индустрии моды Nike демонстрирует, как технологии могут преобразовать бизнес. Они интегрировали прогнозирование спроса с использованием анализа данных, что позволило сократить излишние запасы товара почти на треть. Этот подход не только уменьшил финансовые потери, но и освобожденные средства были инвестированы в разработку новых продуктовых линий. Такие примеры вдохновляют видеть планирование как творческий процесс, обеспечивающий устойчивость и рост компаний. Интересно, как расстановка приоритетов может усилить эти усилия, направляя компании к более продуктивным результатам. Вы когда-нибудь задумывались, как крупные компании достигают головокружительного успеха? Во многом это заслуга правильно расставленных приоритетов. В условиях современного буйного мира, где отвлекающих факторов бесчисленное количество, выделение ключевых задач обладает магической силой, способной изменить ход бизнеса. Одним из таких инструментов является матрица Эйзенхауэра. Она основана на двух критериях — срочности и важности, помогая разделять задачи на 4 категории: срочные и важные, срочные и неважные, несрочные и важные, а также несрочные и неважные. Представьте себе компанию, которая благодаря умелому использованию матрицы Эйзенхауэра сумела сосредоточиться на действительно важных задачах и, отказавшись от рутинных мелочей, удвоила свои доходы. Это не вымысел, а пример из реальной практики. Матрица Эйзенхауэра помогает удержать фокус на долгосрочных целях, что означает последовательное продвижение вперед по стратегическим
стратегически важным направлением, будь то инновации или повышение эффективности. В долгосрочной перспективе такая дисциплина в управлении временем и ресурсами становится краеугольным камнем бизнеса, позволяющим ему не просто выживать, а процветать в изменчивом мире. А теперь давайте углубимся в тот аспект управления, где неожиданная гибкость становится незаменимой. Когда Uber только начинал свой путь, это был сервис, ориентированный на автомобили класса люкс. Вскоре после запуска основатели заметили, что рынок требует большего, и это привело их к инновациям, изменившим лицо транспортной индустрии. Они быстро адаптировались, предоставив доступные услуги, такие как поездки эконом-класса, и вскоре добавили доставку еды. Они продемонстрировали, как важна гибкость, чтобы не только выжить, но и расти. Если говорить об Amazon, их успех в значительной степени лежит на скорости внедрения новых технологий и подходов. Они не боялись использовать решения на базе искусственного интеллекта для оптимизации поиска товаров и внедрения рекомендаций, что улучшило пользовательский опыт. Их постоянное стремление развиваться позволило сохранить конкурентоспособность и отвечать на новые вызовы рынка. Гибкость — это не просто опция, это необходимость в динамичном мире бизнеса. Компании, способные изменяться и предугадывать потребности клиентов, добиваются успеха, оставляя позади тех, кто цепляется за старое. А если тебе интересно, как интуитивные решения могут помочь с планированием, оставайся с нами. Следующие главы раскроют множество удивительных стратегий. Удивительно, но исследования показывают, что многозадачность может на 39% уменьшить умственную продуктивность. Ученые из Стэнфорда подтвердили, что люди, пытающиеся выполнять несколько задач одновременно, подвергают себя стрессу и снижают качество работы. Проверено, что последовательное выполнение задач, а не одновременное, способствует лучшему фокусу и качеству результатов. Другое распространенное заблуждение — мысль, что тайм-менеджмент требует жестких расписаний и строгости. На самом деле искусство управления временем заключается в гибкости и адаптивности. Пример тому — метод Парето, который советует сосредоточить усилия на 20% задач, которые приносят 80% всех результатов. Эти 80 на 20 работают на нас, позволяя находить баланс между работой и личным временем. Также бытует миф, что управление временем — привилегия крупных компаний или руководителей. Но тайм-менеджмент полезен всем, от студентов до фрилансеров. Ведение простого списка дел повышает продуктивность и дарит больше времени на любимые дела. Научные исследования подтверждают, планирование может улучшить выполнение задач на 10% только за счет обдумывания и записи целей. Чтобы управлять временем эффективно, недостаточно следовать мифическим правилам. Важно находить свой подход, приоритизировать задачи и помнить, что лучший способ управлять временем — настроить его под себя. Как можно применять эти знания в ежедневной практике, чтобы извлечь максимум пользы? Оставайтесь с нами, и мы продолжим раскрывать удивительные секреты о работе с временем. Удивительно, но исследования подтверждают, что метод помодоро, несмотря на свою простоту, повышает продуктивность на 15%. Представьте, вы работаете 25 минут, затем 5-минутный перерыв. И так 4 раза, прежде чем взять более длительный отдых в 15-20 минут. Этот ритм не только держит фокус, но и помогает избежать выгорания, делая ваш день более организованным и эффективным. Программы длительных перерывов, такие как занятия спортом или медитацией, также играют существенную роль. Они поддерживают ваш настрой на работу, если они соответствуют вашим индивидуальным предпочтениям. Это время позволяет не только расслабиться, но и подпитывает ваши креативные резервы, что отражается на повышении общей производительности. Интересно, что наши естественные биоритмы действительно отзываются на задачу. Исследования показывают, что утром мы достигаем пика активности для сложных задач, тогда как вечером лучше справляемся с рутинной работой. Понимание своих биоритмов и корректировка рабочего времени под стать им может стать ключом к увеличению эффективности. Запомните, личное время на творчество и отдых — это не роскошь, а необходимость. Оно не только поддерживает внутреннюю гармонию, но и способствует продуктивности. Разумно спланированные моменты подобного отдыха создают условия для долгосрочных успехов, которые положительно отражаются и на работе, и на личной жизни. Все это подтверждает, искусство распределения времени — это мост к более успешному и сбалансированному будущему. Долгосрочное планирование в бизнесе — это мощный инструмент, который формирует прочный фундамент для будущих успехов. Возьмем Tesla. Их внимание к электромобилям — это лишь один аспект их стратегии. Компания также активно развивает аккумуляторные технологии и солнечную энергетику, подкрепляет все это инновациями в производстве и программном обеспечении. Это комплексные шаги, которые помогли Tesla занять лидирующие позиции в индустрии.
Поговорим о Toyota. В 50-е годы они разработали знаменитую Toyota Production System, основанную на философии бережливого производства. Этот подход не только повысил качество и эффективность, но и закрепил Toyota в качестве одного из мировых лидеров автомобильной промышленности. Их успех не наступил в одночасье. Это был результат длительного пути внедрения и совершенствования практик. Долгосрочные стратегии помогают грамотно распределять ресурсы, минуя краткосрочные рыночные колебания. Подобно фермеру, который знает, что требуется время и усилия для щедрого урожая, бизнес прокладывает себе путь к стабильности и уверенности. Такие планы обычно охватывают период от 3 до 10 лет, позволяя организациям не только улучшать текущие показатели, но и формировать вдохновляющую корпоративную культуру. Когда компания объединяет всех сотрудников вокруг общей миссии, это стимулирует внутреннюю мотивацию и усиливает коллективные старания. Эти всеобъемлющие цели становятся силой, превращающей идеи в реальность и продвигающей бизнес к новым высотам. Как же продолжать развивать долгосрочные планы, чтобы открывать новые горизонты? Следующими шагами мы откроем удивительные методы интуитивного планирования и управления. Интуиция в бизнесе — мощный, но часто недооцененный инструмент, который оказывает огромное влияние на принятие решений. Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, неоднократно подчеркивал в своих интервью, что многие успешные шаги компании были сделаны благодаря интуитивным выборам. Хотя конкретные слова Стива Джобса о роли интуиции не всегда детализированы в источниках. Хорошо известно, что для него она играла значительную роль в процессе создания продуктов в Apple. Суть интуиции заключается в ее способности дополнять логику, а не заменять ее. Она позволяет быстрее реагировать в условиях, когда информация ограничена, а решения должны быть приняты незамедлительно. Расстановка приоритетов — еще одна область, где интуиция может проявить себя. Представьте, что перед вами длинный список дел. Подчас именно внутренние ощущения подскажут, какие задачи следует решать первыми. Это помогает адаптироваться к изменчивым условиям и максимизировать эффективность. В дополнение к этому интуиция может подсказать, когда стоит замедлиться и сделать паузу, чтобы избежать выгорания. Она помогает чувствовать свои силы и управлять временем на основе понимания индивидуальных нужд. Ее роль в бизнесе — это как управление сложной гармонией между планированием и гибкостью. Такой подход может стать вашим скрытым союзником в достижении бизнес-целей и вдохновении. Говоря о разработке игр, пример CD Projekt Red с их амбициозным проектом Cyberpunk 2077 стал знаменательным. Компания стремилась к инновациям и высшему качеству, что привело к повторным переносам релиза и негодованию фанатов из-за технических проблем. Такое стремление к идеалу, хотя и похвально, оказалось ловушкой. Перфекционизм часто заставляет нас считать, что хорошо, недостаточно и усложняет достижение дедлайнов. Но история знает и положительные примеры. Эрик Барон, создатель Stardew Valley, который разрабатывал игру в одиночку, показал, как можно избежать этой ловушки. Балансируя между перфекционизмом и реальными сроками, он выпустил качественный продукт, который моментально завоевал любовь игроков. Барон потратил несколько лет на разработку, но сумел удержаться от бесконечных доработок, что в итоге способствовало успеху. Важно осознавать, когда улучшения не приносят соразмерной пользы и могут откладывать время выхода на рынок. Итак, перфекционизм — это вызов, но и мощный инструмент, если правильно им управлять. Как компании становятся легендами в мире бизнеса? Задумайтесь. Apple, один из лидеров технологических гигантов, стал иконой благодаря не только инновациям, но и умению изучать свои промахи. Например, их эксперимент с Apple Newton стал важным шагом, направившим компанию к созданию того, что мы сегодня знаем как iPad. NVIDIA, крупнейший производитель графических процессоров, вывел свои позиции на совершенно иной уровень, благодаря партнерству с ARM, которое представляло собой стратегическое движение, укрепившее их присутствие на рынке. А вот Amazon, еще один отраслевой гигант, постоянно удивляет. Их стратегия диверсификации, охватывающая подсекторы от облачных сервисов до оптовых торговых точек, показывает, как важно быть гибким. Именно это позволило им выйти на новые рынки и возглавить инновации в онлайн-торговле. Интересно, что многие современные компании, например, Google и Netflix, применяют традиционные количественные методы, такие как KPI и аналитика данных, наряду с качественными методами, включая интуицию и опыт управленцев, чтобы создавать свои стратегии. Но главное, они воспринимают ошибки не как фатальные прошлости, а как неотъемлемую часть цикла обучения, не пасуя перед переосмыслением и адаптацией. Этот подход — символ движения вперед, отображая стратегические концепции и партнерства, помогающие улучшать бизнес-процессы. Наблюдая
Наблюдая за историями успеха, становится ясно, планирование — это путь к росту и процветанию, будь то в крупной корпорации или личной инициативе. Теперь у вас есть все инструменты, чтобы применять эти принципы и двигаться навстречу новым вершинам. Используйте свой час на достижение высот, которые, возможно, ранее казались недостижимыми.